Здравствуйте, друзья, зрители, гости и, конечно, подписчики моего канала, который называется «Уральская кудесница». Меня зовут Ната. Сегодня у меня очередное видео, в котором я буду шить простой по сборке блок. Я знаю два названия этого блока. Первый – бантик в рамке, и второе название – это песочные часы в рамке. Возможно, у этого блока есть и еще названия, но я их не знаю. Если вы вдруг знаете еще название этого блока, то буду признательна, если поделитесь в комментариях, так сказать, для общего развития. Итак, этот блок можно собрать любого размера и с любым соотношением внутреннего квадрата и внешнего. И раскраивать его тоже можно несколькими способами. В общем, выбираете тот вариант раскроя и то соотношение сторон, которое вам больше всего нравится. Итак, я начинаю. Для блока я взяла две полосы ткани. Одна полоса у меня серого цвета, другая полоса зеленого цвета. Ширина моих полос из ткани 6 сантиметров. Длина произвольная. Все зависит от того, сколько вам нужно таких блоков. Но я, честно говоря, не мерила длину своих полос, но она у меня такая вот достаточно длинная. Итак, первое, что я сделаю, это сошью две полосы вдоль по длинной стороне с припуском 0,6 сантиметров. Почему 0,6 сантиметров, девочки? У меня на швейной машине половинка лапки 0,6 сантиметров. Поэтому я всегда делаю припуск 0,6 сантиметров. Мне так удобно ориентироваться. У вас может быть припуск на шов совершенно разный. Может быть 1 сантиметр. У кого-то половина лапки 0,7 сантиметров. Так что выбирайте тот припуск на шов, который вам нужен. У меня припуск на шов будет 0,6 сантиметров. Две полосы ткани соединила между собой. Шов заутюжила на темную сторону. В моем случае это ткань серого цвета. Теперь выровняю край при помощи линейки для пэтчворка и роликового ножа, ну и, конечно, мата. Работать роликовым ножом это очень удобно. Так, все, выровняла. И вот теперь начинается самое интересное. Мне надо выкроить на этих двух полосках треугольник. Это будет не просто треугольник, это будет прямоугольный равнобедренный треугольник, у которого один угол 90 градусов, а два других 45 градусов. Ну и две стороны, которые прилегают к углу 90 градусов, будут равны. Девочки, это кажется все так страшно говорится, но на самом деле это все просто. Можно воспользоваться для такого треугольника, смотрите, обычным треугольником, линейкой. Здесь есть угол 90 градусов. Это самое главное, что нам нужно. Затем можно, конечно, воспользоваться транспортиром. Можно воспользоваться линейкой для пэтчворка, где есть уже углы 45 градусов. Соответственно, есть угол 90 градусов. А можно воспользоваться вот таким матом, который, возможно, у вас есть. Здесь, смотрите, тоже у меня углы 45 градусов. Но, девчонки, если у вас этого ничего нет, то все-таки приобретите, потому что в пэтчворке нужна четкость, нужно соблюдать углы. Итак, один из вариантов, посмотрите, если вдруг у вас нет ничего под рукой, этот вариант тоже возможен. Я беру свою полоску ткани и складываю ее таким образом, чтобы у меня получился ровный квадрат. Это можно делать при помощи линейки. Замеряю сторону вот эту. У меня, ну, ширину своей полоски, она у меня так, 10,2. 10,2 миллиметра. И откладываю в эту сторону тоже 10,2. Смотрю, чтобы у меня все было, чтобы был ровненький квадратик. Линейка найдется в каждом доме. Ну вот, у меня прям 10,2. Сейчас немножечко, чуть-чуть подтяну. Еще раз выравниваю. Так, все, 10,2. Вот, девочки, у меня получился квадрат. Вот этот. Теперь я провожу диагональ. Диагональ провожу от этого угла и до этого угла. И здесь, девочки, все просто. Когда мы сделали такой квадрат, у нас в квадрате углы 90 градусов. Вот эта диагональ делит этот квадрат на два угла по 45 градусов. Здесь у нас 45 и здесь 45. И это есть вершина моего треугольника. Все, я могу спокойно вырезать этот треугольник. У меня получится тот треугольник, который мне и нужен. Ну, неудачно. Конечно, я здесь это сделала. Мы же предполагаем, что у нас нет линейки для пэтчворка, поэтому я воспользуюсь ножницами. Опасно все-таки работать с роликовым ножом и вот с такой линейкой. Поэтому я делаю это ножницами. Но предполагается, что линейки для пэтчворка у нас нет. Итак, смотрим. Вот такой треугольник у нас и должен получиться. Здесь у него угол 90 градусов, здесь 45, и две стороны равны. Это можно сделать при помощи линейки. Если у вас есть другие вспомогательные инструменты, это линейка для пэтчворка, треугольник и транспортир, можно это делать при помощи вот таких инструментов, очень хорошо выручает. Но я еще предлагаю один вариант, которым пользуюсь я, и мне пользоваться им удобнее.
Сейчас покажу. Это я убираю. Мне для этого нужен обычный лист бумаги. Вот такой длинненький. Ширину листа бумаги я беру такую, какая ширина моей ленты. Вот посмотрите, у меня здесь полностью она соответствует. Немножечко нет. Но я знаю, я уже мерила 10,2. Сейчас я это сделаю. Найду свои 10,2. Вот таким образом, примерно. Все. 10,2. 10,2 провожу перпендикулярную линию. Смотрите, все. Я провела здесь перпендикулярную линию. Теперь я здесь откладываю угол 90 градусов. Это тоже можно делать при помощи линейки. Смотрите, я могу так отложить. Могу воспользоваться матом, могу воспользоваться транспортиром. Здесь уже смотрите так, как вам удобно. Сейчас я сделаю угол 90 градусов вот здесь сверху. Итак, у меня получился тот треугольник, который мне нужен. Здесь у меня 90 градусов, здесь у меня по 45 градусов. Теперь я его вырежу. В итоге у меня получается вот такой шаблон, по которому мне удобно работать. Мне удобно его, девчонки, прикладывать, очерчивать линию, либо сразу работать роликовым ножом, разрезать. Ну, и либо ножницами, у кого нет роликового ножа и матом. Мне кажется, вот таким способом меньше погрешностей, и треугольники получаются более ровными. Если вам такой способ не нравится, сделали первый треугольник, можно затем просто вот эту полосу ткани складывать пополам. То есть вот здесь вот четко искать серединку. Все это опять надо выровнять. Очертить линию, и у вас тоже получится треугольник. Итак, теперь по всей полосе я буду чертить такие треугольники и разрезать. Смотрите. На один блок мне нужно 4 треугольника. У меня получается 1, 2, 3. Вот я делаю 4-й треугольник. Все. И сейчас мне останется только их разрезать. Обратите внимание, у меня 2 треугольника с одной вершиной, это серая вершина ткани, и 2 треугольника с зеленой вершиной. Это зеленая ткань. Так и нужно. Теперь мне надо эти треугольники соединить между собой. Я буду соединять один треугольник с серой вершиной и один треугольник с зеленой вершиной. Вот таким образом у меня будет это выглядеть. Смотрите, не перепутайте соединения, потому что можно соединить, смотрите, тоже серый с зеленым. Ну вот, допустим, сюда мы сделаем. И когда прикладываем, у нас получается совершенно другой рисунок. Вот это не бантик в квадрате и не песочные часы в квадрате. Это совершенно другой блок, хотя он тоже не менее красивый. Можно сделать разные блоки, но мы сегодня делаем блок песочные часы в квадрате, либо бантик в квадрате. Он будет выглядеть вот таким образом. Итак, сейчас я разъединяю эти 2 пары, складываю 2 треугольника. Здесь самое главное для аккуратности, чтобы совпал вот этот шов, средний шов, чтобы четко все было. Ну и прокладываю строчку. Здесь вообще все очень просто. Припуск на шов у меня 0,6 сантиметров. Так, эти 2 пары треугольников прошиваю по этому краю. Эти 2 пары треугольников прошиваю по этому краю. Соединяю четко эти 2 полосочки. То есть смотрите здесь, чтоб шов. Вот таким образом выглядят готовые сшитые треугольники. Здесь у меня вот такие хвостики, я их потом удалю. Но теперь все самое простое. Мне надо будет сшить только эти 2 треугольника. Опять четко соблюдаю середину. Складываю шов, скалываю булавками, чтобы у меня под машинкой не разошлось, так как это диагональный шов. И ткань здесь выкроена по диагонали, она очень сильно тянется. Поэтому на машинке сшивайте аккуратно, не растягивайте ткань, иначе все ваши углы, все рисунки собьются. Итак, готовый результат вы видите на своих экранах. Вот так выглядит блок, который называется бантик в квадрате, либо песочные часы в квадрате. Это его лицевая часть. Я все отутюжила, срезала припуски на шов, которые у меня здесь оставались маленькие треугольнички. Вот так выглядит его изнаночная сторона, ну и лицевая. Мне этот блок очень нравится. Как и говорила, он очень простой в исполнении. И также скажу, что размер моего блока получился 18,5 сантиметров на 18,5, это квадрат. Но при желании можно делать такой блок задуманного размера, то есть тот размер, который вам нужен. И как и говорила ранее, в этом блоке можно вычислить размер внутреннего квадрата. Сделать его больше, либо сделать его меньше. Но на YouTube я останавливаться подробно на этом не буду. На Дзене сделаю статью, где напишу, как можно сделать блок
определенного размера. Тот размер, который вам нужен. И тот размер внутреннего квадрата, который вам тоже нужен. И, наверное, даже приведу какие-то уже примеры, уже посчитаю за вас. Ну, а на этом, наверное, все. Больше мне вам сегодня показать нечего, только вот такой симпатичный, красивый блог. А еще хочу, девчонки, сказать, те, кому не нравится такой подробный мастер-класс, где я много болтаю, пролистывайте, либо проходите мимо. Я недавно проанализировала свою творческую студию и очень была рада, что у меня моя аудитория стала намного моложе. Зрителей от 13 до 17 лет у меня на канале значительно выросло. И поэтому для таких молодых зрителей, которые занимаются рукоделием, я буду делать более подробные мастер-классы. Вот такой, как сегодня. Поэтому, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Ну и подписывайтесь на мой канал, у меня для вас много нового и интересного. Ну а на этом я с вами прощаюсь, желаю вам счастья, здоровья и, конечно, мирного неба над головой. Пока-пока, до встречи на моем канале.